Всем привет! Сегодня у нас на обзоре необычные кеды, а именно Vans Old School Fangs, что означает клыки. В черно-белом исполнении. Давно себе хотел прикупить и попробовать, что это такое. Скейтерская обувь, которая достаточно популярная и интересная. Ну вот, только сейчас дошли у меня руки, чтобы приобрести эту модель. Я выбрал достаточно неординарную. Это не та классическая бело-черная, хотя ее когда-нибудь я тоже хочу попробовать. И я взял вот такую, что она была по скидке и смотрится достаточно неординарно благодаря вышитым клыкам на носочке и восковым наконечникам. Ну, покрыли они в красный цвет, как будто кровь. Выглядит довольно брутально и необычно. Ну что мы можем увидеть на коробке? Размер 9 по USA. 42 по евро. Сделаны они во Вьетнаме. Здесь акцентируется на то, что это даже фабрика в самом Вьетнаме. А вот сантиметры на язычке можно увидеть 27. То есть они достаточно полномерные, удлиненные, в меру широкие, то есть достаточно средние. Кстати, по коробочке здесь должна быть как бы крышка. Просто они, я же говорю, были на сейле, из-за этого как они в открытом виде были просто сложены и стояли на полочке. Здесь размерная сеточка и прочие надписи. Материалом верха, опять же таки, это мягкая натуральная кожа, которая идет здесь полностью повсюду, что достаточно круто. Она очень мягкая, приятная на ощупь. По брендингу полоса, которая характерна для моделей этой линейки. Наклеечка на задничке Vans на стене. И также, да, в принципе, все. Это не Puma, что очень много надписей, там брендинг 360. Но теперь перейдем на внутреннюю часть. Внутри мы можем увидеть текстиль и также вот это, я не пойму, наверное, это тоже кожа. Она более такая, как сказать, будто намазанная таким черным лаком, кремом. Приятная, мягкая на ощупь, достаточно мягкая, но все равно, опять же таки, если сравнивать даже с таким текстильным наполнителем или другими вариантами, я не скажу, что это прям супер мягкий воротник. Он здесь такой средний, и придется походить, чтобы привыкнуть, и они сели по ноге. Дальше текстильный подносочек, он идет здесь как второй слой. На ощупь такая тоненькая тканевая вставочка. Меня она не протерлась, проходил я в них, правда, не так уж и много, пробовал даже использовать на целый день, но я хочу отметить то, что все-таки по сравнению с обычными кроссовками, ноги в этих устают гораздо быстрее и сильнее, они менее мягкие, а также все-таки закрытый верх дает о себе знать. В текстильных кроссовках всегда более удобно и комфортно, к тому же они еще легче, потому что Vans, как известно, они достаточно увесистые. Усиленная, кстати, плотным таким текстилем пяточная часть. Вот. Немножко у меня проскальзывает нога в них, и уже, кстати, видно небольшой износ. Интересно будет посмотреть, что будет через более длительный промежуток времени. Что интересно, используется внутри подошвы, то есть это все по сути как кокон, обволакивающий большую многослойную стельку. Я не могу ее, скажем так, достать, потому что она наживлена, и я начал пытаться силой, там уже пошел разрыв. Это по сути резина, вот, обыкновенная, в меру мягкая, не скажу, что это не soft foam, как в Puma, там не Memory, но он чуть-чуть мягенький. Имеется, кстати, паутинка интересная с логотипом Vans. Момент, вот он. При надавливании, мягкость, она есть, но она минимальная, на мой взгляд. Также, что интересно, это вафельная вот эта вот текстурированная резиновая окантовка, то есть сама подошва, которая заходит, собственно говоря, сама стелька и подметка резиновая, которая, кстати, очень цепкая на любых поверхностях. Пробовал я их использовать на скейте, таком как типа рипстик и пенниборд. В целом очень цепкие, отталкиваться тоже достаточно комфортно. Но что хочу отметить, даже в этих все равно более комфортно, потому что они более мягкие. Потому что в этих ты ноги как бы настукиваешь. Поэтому в них долго не прокатаешься, много не проходишь.
Вот. И какой итог можно произвести, если, по сути, я все время говорю, что типа да, они прикольные, но при этом достаточно твердые. Ну, я не жалею, что их взял, потому что прайс был невысокий. Все-таки их можно обуть в разную погоду. Что мне понравилось еще, что вот это вот, казалось бы, вафельная, текстурированная вот эта вся хрень, она должна очень сильно забиваться. Но по факту она, ну, достаточно легко отмывается. Мне кажется, может, они даже специально сделали, так как она белая и, ну, как бы все понимают, что это все будет пачкаться. И как бы, ну, пока легко смывается. Не знаю, как будет дальше. Надеюсь, так же. Да, что не сказал, еще есть такое как бы напыление. Вот оно, легенькое, это типа крылья летучей мыши. Ну, такие клыки, короче, кеды-вампиры. Поэтому на осень, весну можно себе купить, я думаю, обувать даже в грязь, в принципе. Эти не сильно броские, не считаю, вот этого момента, вот, по цвету. И, на мой взгляд, очень даже интересные. Теперь посмотрим, как они смотрятся на ногах и под какие вещи их можно носить. Вот так вот на ногах. Тут укороченные джинсы, конечно, носки набор повыше. Но в целом достаточно хорошо смотрится. Про стиль casual говорить не буду, конечно же, это будет не очень, но если брать спортивный стиль и вот на лайфстайл под джинсы, я думаю, очень даже неплохо. Вот кожа хорошо принимает форму, точнее возобновляет форму после загиба, то есть остается небольшая полосочка, она еле заметна. И вот в чем плюс хорошей натуральной кожи, а не просто спилка, покрытого полиуретаном. Она более универсальна и дольше прослужит. Ну а там посмотрим, конечно, это в теории все. Очень цепкие. Конечно же, подошва достаточно тверденькая, и они тупотят. Но, кстати, особо не скрипят. Скрипа я в них не заметил. На мой взгляд, если брать штаны с манжетами, то здесь уже, конечно, не каждый подходит. Ну, в принципе, любые кеды, особенно такого плана низкие, они, мне кажется, не очень смотрятся под спортивные штаны. Прямые тоже не каждые, но больше вероятность, что они подойдут, нежели чем под манжетные, особенно если манжет вот такого размера. Эти джинсы, наверное, смотрятся самое нормально. Ну и, конечно же, как на районе модники или скейтеры, это носки повыше белого цвета, броские. Не знаю, смотрятся они очень. Я видел, ребята ходят именно под классические черно-белые варианты, но более-менее смотрятся. Вот такой вот получился обзорчик. Ставьте лайки, дизлайки, подписывайтесь на канал и до новых встреч.